с вами знаем, что двигатели спортбайков способны раскручиваться до невероятных оборотов, выдавая тот самый пьянящий вой. Именно поэтому их частенько называют шуруповертами. В сегодняшнем выпуске вы увидите 7 мотоциклов с самыми высокими оборотами двигателя. Полный обзор о некоторых из них выходили ранее, ссылки будут в описании. И начнем мы с самого маленького четырехцилиндрового джиксера Suzuki GSX-R 250R, который выпускался в 1989 году. Рядная четверка жидкостного охлаждения объемом 248 кубических сантиметров выдает 45 лошадиных сил максимальной мощности на 15 тысячах оборотов в минуту и 24 ньютон-метра крутящего момента на 10,5 тысячах. Тахометр был размечен до 20 тысяч оборотов в минуту, однако красная зона начиналась с 17 тысяч. От 0 до сотни малыш разгонялся около 5 секунд, максимальная скорость около 200 км в час. На шестом месте современное исполнение 250-кубового четырехцилиндрового спортбайка из 90-х. Это Kawasaki Ninja ZX25R. Этот спортбайк имеет уже на тахометре заветную циферку 20 тысяч. Силовая установка максимально способна выдать 47 лошадиных сил, а с инерционным наддувом 51 лошадиную силу на 15,5 тысячах оборотов в минуту и 30 ньютон-метров крутящего момента на 14,5 тысячах. Красная зона начинается с 17,5 тысяч, а отсечка срабатывает на 18. Максимальная скорость около 200 км в час. А вот разгон от 0 до сотни из-за большой снаряженной массы в 183 кг составляет около 6 секунд. Если вы думаете, что только 250-кубовые спортбайки способны на такие обороты, то вы ошибаетесь. Есть и 600-ка, которая выделилась среди конкурентов в 2006 году. Это Yamaha R6, которая удивила всю мотообщественность максимальной цифрой на тахометре в 20 тысяч. Рядная четверка выдавала 127 лошадиных сил максимальной мощности на 14,5 тысячах оборотов в минуту и 66 ньютон-метров крутящего момента на 12 тысячах. Красная зона начинается так же, как и у ZX25R с 17,5 тысяч. А от 0 до сотни шест разгоняется за 3 с небольшим секунды. Максимальная скорость 270 км в час. Пятое место. На четвертом месте Yamaha из 90-х, модель PZR 250. Высокофорсированный четырехцилиндровый рядный двигатель Genesis выдавал 45 лошадиных сил максимальной мощности на 16 тысячах оборотов в минуту и 24 ньютон-метра крутящего момента на 12 тысяч. Красная зона начиналась с 18,5 тысяч, а сам тахометр был размечен до 21 тысячи. Спортбайк в сухом состоянии весил всего 141 кг и имел стандартные разгонные характеристики для класса по тем временам. Это 5 секунд до сотни и максимальная скорость около 200 км в час. На третьем месте маленькая бритвочка Honda CBR 250RR, которая появилась в 90-м году. 249-кубовая рядная четверка выдавала 45 лошадиных сил максимальной мощности на 15 тысячах оборотов в минуту и 24 ньютон-метра крутящего момента на 12 тысячах. Однако красная зона начиналась с невероятных 19 тысяч оборотов в минуту. Максимальный же тахометр имел 21 тысячу. При снаряженной массе в 157 кг CBR 250RR от 0 до сотни разгонялась за 4,8 секунды. Максимальная скорость около 200 км в час.
На втором месте самый злой 250-кубовый спортбайк 90-х Kawasaki ZX-R 250R. Рядная четверка выдавала те же, что и CBR 250RR 45 лошадиных сил максимальной мощности, но на 16 тысячах оборотов в минуту и 25 ньютон-метров крутящего момента на 11,5 тысячах. Красная зона на тахометре также начинается с 19 тысяч оборотов в минуту, а максимально он размечен до 21 тысячи. Разгон до сотни стандартный, около 5 секунд. Максимальная скорость заветные 200 км в час. Ну и лидером сегодняшнего топа является сумасшедший гоночный мотоцикл, который был представлен компанией Honda в 1966 году специально для участия в гонках ТТ на острове Мэн. Это настоящая 250-кубовая пушка, которая имела миниатюрный 6-цилиндровый 24-клапанный двигатель с 6 карбюраторами. Он выдавал 64 лошадиные силы на 18 тысячах оборотов в минуту. Тахометр максимально был размечен до 22 тысяч, а двигатель легко раскручивался больше 20 тысяч. Рабочий диапазон этого малыша оказался столь узок, что инженерам Honda пришлось поставить 7-ступенчатую коробку передач. Honda RC166 приходил первым на всех 10 гонках ТТ на острове Мэн 1966 года. Еще бы, малыш имел сухую массу 112 кг, а максимальная скорость составляла 240 км в час. И чтобы хоть как-то сдержать Honda, позже были введены ограничения по цилиндрам в гоночных сериях. Ссылка на полный обзор этого интересного мотоцикла также в описании.